Всем привет, друзья! С вами канал Киноиндустрия, и сегодня у нас свежая подборка отличных новых фильмов, вышедших в хорошем качестве. Давно уже не было столь шикарного топа, как этот. Вас ждет много первоклассных картин на любой вкус. Так что не забудьте подписаться на канал, а также посетите мою группу ВКонтакте с Киноиндустрией. Вы всегда будете получать самые актуальные сведения о новинках кино, да и просто полезную информацию, например, об онлайн-университете Skillbox, в котором обучают любым современным профессиям, в частности и профессии режиссер монтажа, что является крайне востребованным и перспективным направлением в нашем развивающемся мире. Вы научитесь работать в необходимых программах для монтажа и работы со звуком, в числе которых Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Avid, DaVinci. Узнаете тонкости кинопроизводства, написания сценариев и монтажа видео в различных жанрах от преподавателей-практиков, работающих с лидерами рынка. А главное, научитесь применять свои знания на практике. Skillbox — это более 150 тысяч студентов по всему миру, гибкая система обучения, курсы, которые постоянно обновляются, и просто море практики. Не нужно сомневаться, ведь первый платеж начинается с 4-го месяца обучения. Учись сейчас, плати потом. Полная программа курса и регистрация с новогодней скидкой до 60% доступны по ссылке в описании. Переходи, регистрируйся и учись онлайн в любое удобное время. Весьма забавная лента. Такой себе День сурка, только в современной обертке боевика. День курка. Согласно сюжету, бывший спецагент Рой Палвер попадает во временную петлю, где за ним охотятся наемные убийцы. Стоит отметить, что охота эта заканчивается всегда плачевно для мужчины. Его убивают одним из множества способов. Однажды он узнает, что его бывшая девушка, которая занималась секретными разработками, мертва. Рой решает докопаться до причин ее смерти, а заодно выяснить, как ему самому выбраться из этой временной петли. Выше нос. Я знаю каждое возможное событие. Машину угоняют! Только одно не меняется. Меня убивает куча ублюдков по какой-то таинственной причине. Привет, Рой. Раз за разом, снова и снова. Пока я не спасу ее. Отличный драматический, атмосферный фильм «Катастрофа Гренландия» поведает о том, как к Земле на огромной скорости приближается комета, угрожающая уничтожить все живое на планете. Единственным безопасным местом оказывается бункер в далекой Гренландии, куда может быть эвакуирована лишь незначительная часть населения. Джон, его жена Элис и их маленький сын Нейтан отправляются в опасное путешествие в надежде найти убежище. Однако на их пути встает не только сама комета, но и обезумевшие от безысходности люди. Боже мой, газуй! Держись, Нейтан! Суровый военный боевик от Netflix чем-то схож с недавним Тайлером Рейком, только более военный и снят на реальных событиях. Мосул. Согласно сюжету, специальный отряд, состоящий из бывших полицейских, в ходе выполнения миссии спасает неопытного иракского копа, который, недолго думая, примыкает к вооруженной дружине. Продвигаясь по разрушенному городу, отряд постоянно находится под угрозой атаки. Тем не менее, какая бы опасность не ждала их впереди, выполнение задания прежде всего. Да вот только что это за задание? Осторожно! На землю! Пока некоторые каналы врут своим зрителям о вышедших фильмах, я же себе такого не позволяю. В общем, наконец-таки вышел фильм «Довод». Его события разворачиваются вокруг спецагента из секретного подразделения «Довод», чьи сотрудники могут использовать инверсию, специальную технику управления временем. Главному герою предстоит отправиться в хаотичное путешествие с важнейшим заданием, от которого зависит будущее человечества. Для достижения успеха ему придется отбросить все привычные представления о пространстве и времени. В будущем есть люди, которым нужны мы. Которым нужен довод. Ты должен спасти их здесь и сейчас.
Отличный, напряженный психологический триллер «Взаперти» поведает о девушке по имени Хлоя. Она родилась с таким букетом болезней, что ни один врач в нее не верил. Выросшая, правда, девушка может передвигаться только в коляске и пьет кучу таблеток. Гиперзаботливая мать не выпускает ее никуда и учит ту на дому, но все ради ее же блага. Однако в какой-то момент мамина опека начинает приобретать странные формы. Новые, непонятные лекарства и отсутствие возможности связаться с внешним миром начинают настораживать девушку. Масштабный китайский военно-исторический боевик «Восемь сотен». В фильме покажут один из самых героических моментов Японо-Китайской войны, произошедшей осенью 1937-го. Один из полков армии Китая получает приказ держать оборону склада Сэхань, чтобы прикрыть отход основных войск. Укрепившись в шестиэтажном здании, солдаты принимают бой с превосходящими силами противника. Что интересно, пока шли ожесточенные бои, ровно через реку находился мирный международный квартал, из которого жители наблюдали за происходящим. Комедийный хоррор от режиссера «Счастливого дня смерти» под названием «Дичь» поведает о 17-летней Милли Кеслер, обычной школьнице, которая всего лишь пытается выжить в жестоком подростковом школьном мире. Ну а когда она оказывается мишенью мясника, местного серийного убийцы, жизнь становится окончательно невыносимой. После того, как волшебный кинжал мясника погружается в ее тело, Милли меняется с ним местами. И теперь у нее есть всего 24 часа, чтобы вернуть все обратно, или она навсегда окажется запертой в теле маньяка. Только не ори. Ау, прекрати, это я, Милли. Справа, слева, зажигай. Хвосты кверху, Блисфилд Хай. Ну? Верни мое тело. А ты забери. История Санта-Клауса в обертке современных реалий. Охота на Санту. На сей раз это не добрый волшебный старик, а суровый мужик, увлекающийся оружием, ездящий на пикапе и подсчитывающий убытки за год. Ему даже приходится идти на сделку с военными, чтобы не обанкротиться окончательно. Ко всем этим проблемам прибавляется еще одна. Избалованный 12-летний Билли, открыв рождественскую коробку, обнаружил там кусочек угля. И дабы отомстить, он нанимает профессионального киллера, чтобы тот нашел и ликвидировал Санту. Я пришел по твою душу, жердяй! Думаешь, ты такой первый? Думаешь, я получил эту работу, потому что толстый и веселый? Удачного отстрела биомусора. Да, мэм. Испеку печеньки. Это Гром, он просто обнюхал. Повезло, что не молния, та могла и яйца откусить. Я знаю, многие зрители обожают тему всякого рода временных парадоксов в фильмах. И вот, встречайте, еще одна картина. «Звонок из прошлого». 2019 год. Со Йон возвращается в отчий дом в сельской местности. Отец давно умер, а с матерью, которая лежит в больнице, отношения так и не наладились. Девушка потеряла мобильный, поэтому включает городской телефон и начинает получать странные звонки от девушки с просьбой о помощи. Выясняется, что незнакомку зовут Йон Сук, ей тоже 28 лет, и она живет в этом же доме только 20 лет назад. Классический криминальный боевик с Лиамом Нисоном, самое то, чтобы скоротать вечерок. Честный вор. Бывший морпех Том Долан после службы не придумал ничего лучше, как начать грабить банки. Он стал настоящим профи в этом деле, и так продолжалось бы и дальше, если бы не Энни, в которую он по уши влюбляется. Не в силах врать ей о своем прошлом, он хочет сдаться в обмен на смягчение приговора. Однако во время сделки продажные копы решают забрать деньги себе, а его убить. А как мы знаем, пытаться убить Лиама Нисона не самая хорошая идея. Эй, я ведь сдаюсь. ФБР, откройте! Что здесь про... Моя девушка. Она здесь ни при чем. Агент Нивенс, я иду за тобой.
Весьма неплохой южнокорейский боевик, несомненно понравится любителям историй о славной эпохе самураев. Мечник. Чосон, 1623 год. После свержения короля его личный охранник и лучший мечник страны исчезает. С того момента он решил отдать предпочтение спокойной жизни в горах, где воспитывает приемную дочь. Тем временем ситуация в стране осложняется конфликтом между династиями, в результате чего дочь главного героя попадает в беду. Чтобы спасти ее, воин вновь берет в руки оружие и идет вершить правосудие. Вторая часть весьма неплохой сказки «Рождественские хроники» поведает о все той же девочке по имени Кейт. Она ужасно недовольна, что проводит рождественские каникулы в Мексике вместе со своей семьей и новым ухажером матери. Решив устроить побег, Кейт случайно помогает реализовать коварный план опального эльфа Белсникеля, который хочет украсть звезду, питающую магические силы Санта-Клауса. Поскольку Белсникель собирается навсегда отменить Рождество, Кейт и Санта должны вновь объединиться, чтобы спасти праздник. Ты тратишь каждый час каждого года, готовясь к одному дурацкому дню! День, который приносит радость детям во всем мире! И тебе этого не изменить! Порой мне кажется, что ты получаешь удовольствие от этих опасных заварушек. Ну да. Динамичный китайский боевик «Авангард. Арктические волки» расскажет, как в Лондоне богатый бизнесмен Цинь Гоули подвергается нападению преступной группировки, желающей узнать о местонахождении крупной суммы денег. Но преступникам не удается схватить цель, так как Гоули заключил контракт с «Авангардом», частной охранной организацией, не имеющей равных в своем деле. Потерпев неудачу, бандиты отправляются в Африку, чтобы похитить Фариду, дочь Циня, и теперь судьба девушки зависит от того, кто доберется до нее первым. Помогите! Мы решаем проблемы, которые другим не под силу. Чё в себя стреляешь? Ну и в конце еще парочка фильмов сомнительных, но все же кому-то могут быть интересные. Джиу-джитсу – трэшовый боевик о древнем ордене боевых искусств, защищающих наш мир от пришельца. Девушка – типичный триллер-боевик об американской глубинке, по сюжету которого героиня мстит убийцам отца. Бешенство – девушка-инвалид вынуждена бороться за жизнь в доме с бешеным псом. Малышка с характером. В прошлом солдат спецподразделения, в настоящем швейцар в роскошном отеле. Лишь она стоит между грабителями и бесценными картинами. Моя смерть. Проснувшись, Кристин и Нейл обнаруживают видеозапись, на которой Нейл убивает и хоронит Кристин, при том, что она сидит рядом жива. Золотой отпуск. Приключенческий детектив о мужчине, который едет в отпуск на Филиппины, где начинают поиски затонувшего корабля с золотом. Реликвия. Типичный ужастик, в котором семья сталкивается с неведомым в доме пропавшей бабушки. После глава 2. Продолжение нашумевшей молодежной мелодрамы. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, а также посетите мою группу ВКонтакте, там тоже очень много интересного. Ну и погнали вместе изучать удивительный мир кино.